Я предлагаю начинать. Еще раз для тех, кто присоединился, меня зовут Лена Гаврилышева. Сегодня мы с вами поговорим о материнстве и каким образом материнство видимо или невидимо в публичном пространстве, каким образом материнство может являться уязвимостью, если мы говорим о совмещении материнства, будь то с работой или с активизмом. Сегодня у нас, поддержать эту беседу и рассмотреть, факт, материнства с разных сторон, будут, наши замечательные спикерки. Я предлагаю для начала вам представиться. Юля, давай, может быть, начнем с тебя. Хорошо, меня зовут Юля Василюк, я журналистка, я писала много на тему материнства и воспитания детей еще до того, как сама стала мамой. Я писала книги для детей, мне больше 15, по-моему, вышло, ну вот как-то так. Мгм. Спасибо большое. Виктория, пожалуйста. Да, спасибо, Лена. Всем привет, меня зовут Виктория Лавренюк. Раз про материнство начну с моей мамской идентичностью. У меня двое детей. Я их воспитываю самостоятельно сейчас. Вот уже, получается, третий год, наверное, третий или четвертый. Ну, в общем, да, достаточно продолжительное время на самом деле. Часть из этого времени пришлось на переезд в Литву, сейчас на переезд во Францию. Кроме этого, конечно, я феминистка и ученая, гендерная исследовательница, участница Мгм. фэм-группы Координационного совета. Спасибо большое, Виктория. Пожалуйста, Майя. Меня зовут Майя Телефулова, я врач-педиатр из Казахстана, несколько лет проживший в Беларуси. И у меня трое детей, у одного инвалидность, воспитываю их одна последние 2 года. Ну вот сейчас переехали недавно, полгода назад, в Белосток, в Польшу. У меня дома всегда шумно, но и с этим мало что можно поделать на самом деле. Да, спасибо вам большое. Предвижу вопрос, который вы можете даже ванговать в чате по поводу того, какой же может быть первый вопрос или первая претензия в отношении данного круглого стола. Конечно же, почему мы говорим о материнстве, почему мы не говорим об отцовстве. Я решила с этого, так сказать, начать, дабы потом, скажем, не возвращаться к этому вопросу. Я специально подняла самую свежую, самую новую статистику, и UNFPA, как раз агентство ООН по народонаселению, есть офис у агентства UNFPA в Беларуси, занимается сейчас вовлеченным отцовством и очень много проектов делает по этому поводу. В том числе они делали самое свежее исследование по поводу вовлеченного отцовства, говорит нам неутешительные данные о том, что в среднем отец проводит с ребенком всего лишь 3 часа в день или, может быть, целых 3 часа в день, в зависимости от того, как вы смотрите на эту цифру. Это в выходные дни, в будни где-то в среднем 2 часа в день. Если, например, мы говорим о детях до 10 лет, то в среднем мать проводит с ребенком в 5 раз больше Как времени, буду чем здесь? отец. Занятия тоже могут быть разные, то есть, условно говоря, мать с ребенком занимается всем, будь то воспитание, понятно, обслуживание в плане накормить, какие-то обслуживающий труд разного характера, да, уборка и так далее. Общение, вовлечение его в разного рода активности, проверка домашней работы, коммуникация, решение конфликтов. Отец с ребенком в большинстве своем гуляет, либо это какие-то игры, либо дома, либо на свежем воздухе. Это я говорю к тому, что все еще в белорусской традиции, в белорусском обществе, несмотря на явное желание большинства людей ну, то есть большинства и родителей, и отцов, в частности, проводить время с детьми, все еще основная нагрузка, если мы говорим о родительстве, это лежит на матерях, и все еще статистически у нас родительство чаще всего равно материнство, и именно поэтому мне и нам, в принципе, нашему коллективу ФемМОД
показалось важным затронуть именно эту тему. Помимо этого, не хотелось бы говорить именно о материнстве в смысле, что составляет из себя материнство. Это очень важная тема, но не тема сегодняшней дискуссии. Мы поговорим о том, что невидимо, как материнство является дополнительным фактором уязвимости, в том числе учитывая, что по опросам, если мы говорим на профиле белорусских активисток, это большая часть этих женщин, 55%, это женщины, имеющие одного или 20, там, чуть больше 20% это женщины, имеющие одного ребенка, еще чуть 20% женщины, чуть больше 20, женщины, имеющие двух детей, и около 9% женщин, имеющие 3 детей. И учитывая эту специфику, чего мы не замечаем. И мой первый вопрос к нашим спикеркам, вопрос, который уже достаточно часто, в том числе по поводу которого спекулируют разные СМИ, по поводу того, что средний возраст сейчас рождения первого ребенка более 27 лет, и этот возраст постепенно увеличивается. И как вам кажется, почему белорусы принимают решение откладывать материнство? И исходя из вашего опыта, насколько Беларусь является благоприятной либо неблагоприятной страной для рождения детей? Это может быть экономическая перспектива, политическая, может быть какая-то еще. Быть может, кто-то хочет начать. Ну, я могу начать. Да, пожалуйста. Ну, я как раз-таки вписываюсь в статистику, потому что я забеременела, когда мне было 28 лет, а родила ребенка, когда мне было... Наоборот, испортила эту статистику, повысила. Да, я ее даже чуть-чуть повысила. Родила ребенка в 29 лет, и это с учетом того, что я вышла замуж, когда мне был 21 год, и там, естественно, сразу же все начали пилить, там, типа, когда, зачем вы женились, если вы не беременны. Вот. Но для меня это было довольно осознанное решение, и я о нем не жалею. Я, конечно, не могу говорить за всех женщин в Беларуси, но для меня это довольно здравое было решение отложить материнство уже ближе к 30 годам, потому что, во-первых, у меня было много задач, которых я хотела решить до. У меня были всякие разные курсы, я принимала участие в разных проектах. И вот, собственно говоря, вот 28 лет я уже поняла, что то, что я хотела, я уже как бы во всем поучаствовала, и сейчас я готова сделать какой-то перерыв в своей активной жизни, вот именно для того, чтобы родить ребенка. Я очень уверена, что если бы я родила раньше ребенка, я очень уверена, что у меня не было ощущений, что вот что-то я упустила. Я решила рожать, когда вот я поняла, что да, что вот сейчас у меня есть на это время. Ну и второй очень важный момент, который не менее важен, чем первый, это возраст, когда ты можешь за какое-то время отложить хоть какие-то деньги, чтобы у тебя была подушка безопасности. Потому что пособие в Беларуси, это не самые большие деньги. Его, конечно, может хватать там чисто на ребенка, но ты получаешься, когда мама попадает в зависимое положение или от мужа, который должен содержать семью, или от каких-то там своих родственников. То есть, маму кто-то должен обеспечить, потому что пособие и на маму, и на ребенка, оно не рассчитано. А работать, когда ребенок маленький, я сейчас вспоминаю, что вернулась частично к работе, когда мне через 2 недели после роддома, но это все-таки не те подвиги, на которые стоит идти. И подушка скопления, подушки безопасности, на которые, чтобы у тебя были свои деньги, на которые ты можешь жить в декрете, и тебя не будет гложить, что что будет дальше со мной, с моим ребенком, если вдруг там что-то какие-то, я не знаю, проблемы с мужем, еще с кем-то. Опять же, чтобы были чуть что деньги на няню. Это все довольно... Финансовый аспект, это очень важно. И у тебя был вопрос, насколько Беларусь является благополучной страной. Я вот думала, что если бы я не забеременела в 2019 году, когда все было относительно благополучно, то вряд ли бы я вообще на это решилась на фоне всех остальных событий, которые пошли после, потому что это было слишком небезопасно. Я не знаю, я бы вряд ли решилась, потому что
государство, которое на тебя давит со всех сторон, когда в любой ситуации, причем в минимальной, начинаются манипуляции ребенком. Я сейчас даже говорю не про политику, а про вседозволенности всех, кто к тебе приходит. Например, вот я когда родила, это была эпоха ковида, как раз самый разгар, и вот детей в Беларуси должна приходить смотреть врач. И вот что-то она к нам один раз, ну, она же не предупреждает, когда она пойдет, в какой день, в какой половине дня. Просто человек сваливается тебе на голову, а ты у тебя в этот момент можешь не быть дома. У нас так получилось. У меня с ребенком не было дома. Она оставила какую-то очень гневную записку на двери на тему того, что позвоните, сообщите, где находится ребенок. И мы с мужем позвонили, сказали, слушайте, ну, как бы, ну, ковид, может, не стоит нам каждую, ну, вы ходите к больным детям, может, вам не стоит просто к нам каждый день приходить, ну, каждую неделю приходить, может, давайте мы с вами как-нибудь будем там через Viber тот же общаться. На что мы получили целую истерику, хотя, казалось бы, здравое приложение, зачем к здоровому новорожденному таскать, возможно, другие инфекции от, возможно, детей, у которых есть ковид, или у кого дома есть ковид. И мы получили целую истерику, и выслушали, что это не наш ребенок, а это государственный. Да, ребенок государственный, что мы вообще никаких прав на него не имеем. Если вот вы меня в следующий раз не пустите, то у нас будет там, я там пойду с милицией. И вот этот вот весь стресс, когда ты там вот только вернулась из роддома, и тебе вот так вот все сваливают, то вот эти вот манипуляции, причем на ровном месте какие-то, они действительно морально очень давят. Вот. С точки зрения экономической, ну, и я думаю, что те, кто живут в Беларуси, представляют экономическую ситуацию. И я сейчас даже боюсь думать, на какую зарплату я бы сейчас там могла претендовать с моей там прошлой работой, с которой я уходила в декрет. Вот. Политически. Но опять же, когда идут вот все эти манипуляции детьми, это все очень-очень психологически давит. У меня мужа, когда задержали, ему тоже угрожали, то есть у него в телефоне нашли фотографии ребенка, нашему сыну в тот момент было 7 или 8 месяцев, я не помню. У него нашли фотографии ребенка, ему там сразу начали угрожать, что вот, типа, государство твоего ребенка лучше вырастет, кого ты можешь вырастить. И вот в такой обстановке, ну, а, конечно, ну, конечно, очень эмоционально и психологически сложно растить ребенка, и для меня это было очень большим стрессом, пока мы находились в Беларуси, когда ты понимаешь, что к тебе, вот даже на уровне врача к тебе кто-то может начать просто угрожать, что у тебя заберут ребенка. Вот. Спасибо большое, Юля. Я предлагаю, чтобы дальше своим опытом поделилась Майя, потому что, насколько, ну, помимо того, что у Майи есть опыт материнства в Беларуси, у Майи есть еще опыт быть врачом, который вот приходит непосредственно к таким новорожденным детям, насколько я знаю. Майя, пожалуйста, то есть здесь вы можете рассказать и про свой опыт как матери, и, возможно, про человека, который работал в государственной системе, взращивая, как мы уже поняли, государственных детей. Пожалуйста. Ну, будучи врачом, я была хорошим, добрым, порядочным человеком и никого не прессовала. Но кадры всякие бывают, и тут уже за всех отвечать сложно. Ну, и порой, да, и мне приходилось общаться с коллегами, которые не соблюдали какие-то базовые принципы диалогии, коммуникации с пациентами, страдали неким синдромом вахтера. И, ну, я не знаю, как это объяснить. Мне сложно объяснить, я этого сама не понимаю, почему как-то можно себя таким образом вести с людьми. И красиво, безусловно. Помимо того, что у меня есть опыт материнства в Беларуси, у меня есть опыт материнства в Казахстане. И я не думаю, что то, что в Беларуси рожают позже, это как-то связано с условиями для того, как воспитывать детей, ну, насколько тяжело, ну, в какой-то мере, наверное. Ну, например, в том же Казахстане ничего подобного нет близко, а рожают много и рано, потому что так принято. Это традиционное общество. И у нас многодетными считаются 5 детей в Казахстане, а 3 есть просто у всех. И рожать начинают в 20. А в Беларуси более эмансипированные женщины, для которых очень важна самореализация в первую очередь.
И самореализация уже, женщин в Беларуси не строится через родительство, материнство. И поэтому они в Беларуси рожают позже, потому что хотят получить профессию, хотят реализоваться, думают о подушке безопасности, о независимости от мужчины. И, может быть, в таких условиях там нужно какие-то там дополнительные создавать институты для того, чтобы рожали больше. Но просто это же как-то мировая тенденция. Чем более социально развито общество, тем более в нем эмансипированы женщины. Чем более эмансипированы женщины, тем позже и меньше они рожают. Больше всего рожают в Индии, в Бангладеш, и там их совсем не останавливает низкое качество там жизни и отсутствие институтов помощи родителям. Спасибо большое. Мгм. Виктория, пожалуйста, ваш опыт и ваши аргументы по поводу того, насколько Беларусь — это страна идеально приспособлена или нет для материнства. Да, наверное, с общего скажу, что, на мой взгляд, нет идеальной страны для материнства. Есть страны, потому что у меня опять-таки тоже опыт материнства есть в разных странах, и опыт исследований гендерного и материнства в том числе в разных странах, поэтому не только мой личный опыт, но как бы вот базируясь на проведенных исследованиях в том числе. Но, наверное, я хочу вернуться вот немножко к статистике. Ты упомянула ее в начале. Я еще тоже посмотрела ее в других источниках. Только лишь 1% отцов в Беларуси берут декретный отпуск. То есть 99%, может быть, чуть меньше, потому что еще могут бабушки и дедушки брать, но подавляющее большинство декретного отпуска у нас берут женщины. Отцы могут брать декретный отпуск в Беларуси, то есть не вместо матери, а дополнительно, то есть и мать в отпуске, мама, но не оплачиваем, 2 недели не оплачиваем, если нет никаких других договоренностей в организации. И было еще одно исследование у ЮНФПА, раньше, чем вот то, которое ты озвучивала. Они проводили исключительно среди отцов. И там было очень интересно. В общем-то, оно подтверждает какие-то вот то, что мы уже начали обсуждать. Традиционные семьи, более эгалитарные. Там было интересно то, что семьи более традиционные, с традиционными семейными ценностями, у них, безусловно, там всю нагрузку фактически несет женщина. Семьи более эгалитарные, то есть которые принадлежат какому-то среднему и выше среднему социоэкономическому классу. Например, хороший пример – это IT-сфера пресловутая, то, безусловно, там больше отцы вовлечены в отцовство. То есть, и, мне кажется, тоже часть вот политики, программы ЮНФПА направлена именно на айтишников, чтобы они как бы были такими, наверное, флагманами в сфере вовлеченного отцовства. Что еще вот Лена, ты не упомянула, и мне кажется, это очень важно. Это про ментальную нагрузку. То есть одно дело заниматься детьми, то есть водить их, допустим, там после школы в школу, я не знаю, в поликлинику и так далее. А другой вопрос еще все это организовать. То есть подумать, когда закупить продукты, какую собойку дать, когда записать к врачу, когда прививки, когда еще что-то, когда закупить, я не знаю, канцтовары. И это просто огромный кусок работы, который выполняют, опять-таки, в большинстве своем женщины, в Беларуси в том числе. Мы в этом, в целом, мы в этом смысле не исключение. Мне кажется, иногда вот эта ментальная нагрузка, она намного больше, чем физическая нагрузка. То есть, мне кажется, иногда проще пойти вымыть посуду, чем вспомнить, как вот это все необходимо организовать. У кого когда там у нас, допустим, у меня в семье постоянно у детей какие-то дополнительные занятия, мне вспомнить, что у них вот сейчас вот у одного французский, у второго английский, потом наоборот, потом еще что-то. И это просто вот когда ты хочешь погрузиться в работу, и потом это тебя вырывает, потом необходимо опять какое-то время для того, чтобы погрузиться в работу. И это так выматывает. Я не исключение, и белорусские женщины в этом смысле тоже. Мы в большинстве своем этим занимаемся. Я просто не хочу повторять все аргументы, которые уже озвучивала и Юлия, и Майя.
Я абсолютно вот согласна с тем, что сказала Майя, что чем больше в обществе гендерное равенство, тем больше вовлечены отцы, и больше как бы женщины, соответственно, позже рожают, потому что они ориентированы на карьеру. Чем более традиционное общество, тем раньше женщины рожают. Я родила вообще в 31-33 года, и по мне я бы, наверное, это даже позже бы делала, если честно, для того, чтобы обрести еще более устойчивую финансовую какую-то основу. Момент, который, наверное, вы тоже не озвучивали, про благоприятность, неблагоприятность, и что, чем Беларусь в таком очень негативном ключе характеризуется. Ну, я думаю, что и, например, Россия, возможно, там какие-то другие постсоветские страны, это медицинское насилие. Медицинское насилие в родах и беременности. То есть вот озвучивали, что там педиатр приходит, но что происходит во время родов у женщины, и насколько женщина не является субъектом, а ее рассматривают как объект, то есть, ну, грубо говоря, как какой-то объект, который, да, первичная функция которого родить ребенка для государства. И поэтому у нее не спрашивают, как она хочет, чтобы у нее проходили роды. То есть есть протокол, которому строго действует, а то, что это не подходит этой конкретной женщине, никого не интересует. И, наверное, если бы у меня так не сложились обстоятельства, не было второго ребенка, не появился второй ребенок, наверное, я никогда бы не решилась. Потому что вот мой личный опыт с первым ребенком, он настолько негативный в плане медицинского насилия, в плане родов, что это меня травмировало очень надолго. То есть даже психотерапия, она как бы не сразу помогла. Более того, этот фактор, он является одним из факторов постнатальной депрессии. И это тоже, кстати, вот в Беларуси, во-первых, в целом болезни, которые связаны с, ментальные, да, какие-то неблагоприятные болезни и так далее, они стигматизируются, об этом не говорится. И постнатальная депрессия туда же относится. То есть какое количество вообще у нас не диагностированных женщин с депрессией после родов. И мы можем посмотреть тоже, сколько было тоже случаев, когда женщины брали одного ребенка под одну руку, второго под другую и, не знаю, там прыгали с 9 этажа. И, все потому, что у нас нет системы, которая поддерживает женщину в таких ситуациях. И вообще, чтобы, обращали внимание на женщину, потому что, опять-таки, женщина нужна для того, чтобы родить ребенка государству. Все ее как бы ментальное и физическое благополучие мало кого интересует на самом деле. Я могу еще долго продолжать. Ну да, у нас есть еще несколько вопросов, которые так или иначе затрагивают те темы, которые мы говорим. Но мой следующий вопрос, мы уже частично его затрагивали. Скорее, если у кого-то есть что-то добавить по этому поводу, то буду очень рада, тогда дайте знать. По поводу совмещения материнства с другими видами деятельности. Насколько это легко или сложно в Беларуси происходит? И, например, сейчас вы все живете в разных странах, и по сравнению с Беларусью, в тех странах, где вы живете, насколько чувствуется разница в плане поддержки материнства, в плане вовлеченного родительства? Может быть, есть какие-то дополнительные государственные или коммерческие или социальные программы, или наоборот, все сильно хуже. То есть здесь на самом деле не всегда как бы ситуация в Беларуси это очень плохо, если мы говорим про поддержку материнства. Может быть, кто-то хочет что-то добавить, что еще не было сказано. Про поддержку Да, да. материнства? Я бы, в принципе, Как сказать, что легко совмещать, и, как бы, скажем, легко ли было совмещать в Беларуси, и легко ли совмещать сейчас? Главное, поскольку у меня ребенок маленький, мое совмещение совмещать стало более-менее легко, когда у меня ребенок пошел в садик. Что в Литве, пока мы переехали, я вернулась просто в свои худшие декретные дни, когда у меня не было времени на себя, на что-то там ты можешь сделать только когда ребенок спит, и это там, или я у меня 2 книжки написала, когда моему ребенку около
до года, по-моему, или больше уже года было. Ну, короче, я писала, вот когда он днем засыпал и ночью. То есть, получается, ночью ты жертвуешь своим собственным сном, и все это не очень как бы хорошо. Я просто не представляла, как я могу не работать в это время. Для меня всегда работа это была важная часть меня, и поэтому легче становится, когда появляется сад в твоей жизни, Расскажи, может ну, быть, если да. есть, так, ну, то есть я погружена в эту историю, но здесь для Давай. контекста аудитории, насколько, почему сад, ну, то есть если мы говорим про мигрировавших белорусок с детьми, почему сад или школа появляется не сразу? И как Ну, это завязано или не завязано на документы? школа появляется сразу, потому что Литва, Это в в Литве. Литве, да, я в Литве, в Литве школа является обязательным образованием для всех детей. И тут ты приезжаешь в любое время учебного года, и ребенку найдут место в школе. Даже если это будет школа на другом конце города, понятно, неудобно, но тебе его дадут. То есть даже если ребенок с визой D, тебе его тут же найдут это место, и если у тебя есть вид на жительство, или у тебя есть виза D, и ты говоришь, что вот я тут остаюсь, ребенка устроить в школу. С визой D брали без вопросов. А в садик с визой D тоже брали, но есть нюанс, что как бы ты подаешь заявку, и дальше начинается тягомотина с документами. Они ищут свободные места. А поскольку мы приехали, это был февраль, то, естественно, ну что, ну где пока мы эту заявку подали, пока они месяц рассматривали и сказали, что вот мест нету, мы вам место можем дать вот в садике с сентября. И я когда поняла, что мне сидеть до сентября, если я вот буду, мне стало просто нехорошо от этой мысли, потому что и я уже сходила с ума, и ребенок у меня становился просто, ну, он компанейский, он любит общение, ему нравится садик, и он просто мы идем мимо садика любого, он становился к ограде и начинал орать: я хочу в садик, я хочу в садик, готова была орать рядом, тоже хочу, чтобы он пошел в садик. Но в итоге мы пошли, и когда нам дали вот направление, сказать, что вот в сентябре вы можете идти вот в этот садик, мы пошли к заведующей садика и сказали: пожалуйста. И когда, ну, я всегда на такие вопросы мужа отправляю договариваться, и он пошел, и ему заведующий сказал, говорит: ну вот вы знаете, что может быть, вот вашей постоянной воспитательницы пока нет, может, вы недельку еще дома побудете. Ну, что у меня муж сказал: меня жена убьет. И воспитательница поняла, что нам прям очень срочно, очень, очень надо, да. И вот после этого моя жизнь наладилась. Это вот про тему совмещения. Если в жизни ребенка появляется что-то или... Ну, нет, ведет, конечно, тему, у кого есть бабушки и дедушки, которые прям реально готовы помогать. И потому вот тогда во многих случаях тогда начинаются эти истории, когда я там и в универе учусь, и ты бизнеса веду, и я вообще не понимаю, как вы можете только коляску вокруг дома катать, это же так скучно. Ну и потом, когда начинаешь выяснять, а что ж ты, как же у тебя так все получается, оказывается, что ребенком занимается бабушка. И это, конечно, очень круто, ну, то, что есть человек, который готов, ну, взять эту ответственность. С другой стороны, меня в таких ситуациях всегда очень напрягает, что человек начинает хейтить других женщин и говорить, что вот вы лентяйки, если у вас так не получается. А на самом деле это вопрос ресурсов. Или физических, если у тебя есть бесплатная помощь, это прекрасно. Или вот в нашем случае нам периодически приходится брать няню. Но тут появляется еще один вопрос, потому что няня нам из-за сада не нужна постоянная каждый день. Няня у нас эпизодически, а найти няню на несколько часов, того, кто готов будет вот так вот появляться, когда нам надо, это тоже довольно сложно. Поэтому... Юля, еще для тоже Да, контекста да, людей, у которых нет маленьких детей, и тоже мгм, не для всех очень понятно. У тебя ребенок сейчас, ему 3 года где-то, да? да, да, Сколько времени? То есть в сутках у нас 24 часа, да? Ну, да. предположим, он там в 9, в 10, опять же, это отдельная история, во сколько он ложится спать и засыпает. Мгм. Сколько времени, например, ты с ним, если ты сидишь с ним целый день, сколько у тебя есть времени, когда он сам занимается чем-то, и у тебя Нисколько. есть... Я могу сказать, что в выходных у меня времени нисколько. Ну, то есть, и если только я его с мужем куда-то не отправляю. То есть, если они идут куда-то на занятия, да, у меня это есть время. Если у меня у сына включается режим, я хочу, чтобы мы все вместе, а это бывает очень часто,
то тогда времени реально нисколько. У меня сын, ну, даже если он играет, то ты должен, ну, ты сидела рядом и что-то там, или играла, или вот он очень тактильный, он действительно, вот ему, даже если он рисует, он хочет сидеть на руках. То есть это вот, и про тактильную усталость, да, тоже не сказали, про то, что когда тебя трогают постоянно, первый, особенно год жизни, когда на тебя человек живет фактически, я думала, что я тактильный человек, я очень люблю обнимашки, но вот когда вот это вот, я просто выла. Я просто выла первый год, у меня было до состояния, когда просто не дышите в мою сторону, потому что если долетает воздух, то все, это уже напрягает, потому что тебя трогают постоянно, постоянно физически. И то, что у тебя нету контроля над своим телом, и ты его не можешь вернуть, потому что, ну, понятно, что ребенку нужен физический контакт, и вот это безумно устаешь от этого всего. И поэтому, ну, конечно, конечно, когда есть садик, ты в ресурсе, потому что ты успеваешь соскучиться по ребенку. Когда ты сидишь, особенно вот сейчас осень, дождливый, если этот день дома, то это все, это действительно тяжело. И ну, вот сейчас максимум 15 минут может там сам поиграть уже, но это уже называется хорошо. Спасибо большое. И я уже Может говорю. быть, да, может быть, кто-то еще, Виктория, Майя, хочет что-то добавить по этому вопросу? Да, я могу добавить. Тоже опыт материнства в разных странах. И, вот, допустим, в Беларуси меня всегда удивляло, что школа с продленкой закрывается ровно в 18:00. И рабочий день тоже в 18:00 в большинстве случаев. И для меня всегда оставалась загадкой, как можно забирать ребенка. Как? То есть мы, допустим, специально выбрали школу и детский сад недалеко от моих родителей, потому что они помогали забирать. Но это всегда был такой стресс, потому что иногда я успевала, иногда не успевала. Ну, да, можно было позвонить родителям, которые бы подхватили. Но в целом, да, садик работает до 19:00, но уже, условно говоря, там ребенок 6 лет, да, он ходит в садик, а в 7 до 19, а в 7 он уже до 18, но он все равно маленький, ему все равно 7 лет, он не может идти домой сам. То все равно его должны забирать. И вот для меня вот эта вот загадка, когда вот жесткие такие, негибкие время работы, соответственно, школы по понятным причинам и у родителей. Как можно это делать, если, допустим, у тебя нет финансовых привилегий для того, чтобы нанимать няню, и, допустим, у тебя нет родителей, которые могут помочь, а такие ситуации бывают сплошь и рядом. И вот тоже, что женщинам в большинстве случаев приходится делать, это выбирать гибкие формы занятости. Например, то есть очень часто они действительно могут как бы ухудшить свою карьеру в этом смысле, там, потому что гибкие формы занятости – это, как правило, допустим, та же няня в детском саду, но в другом месте, или это продавец, или, не знаю, ну, то есть какие-то такие работы, которые невысокооплачиваемые. Поэтому мы тоже говорим о том, что в Беларуси очень большой разрыв в зарплатах. То есть не только потому, что женщин дискриминируют, а потому что женщины еще выбирают такие прикарные формы трудоустройства для того, чтобы совмещать с материнством, потому что именно матери, они занимаются этим всем. И как ни странно, это тоже стимулирует, потому что это тоже гибкая форма занятости, женщин становиться, например, ИП открывать. Но, опять-таки, они не могут прогрессировать настолько, как мужчины, особенно сейчас в Беларуси еще как бы экономический кризис, он связан с политическим в том числе, но даже как бы не беря вот эти вот грани, женщины меньше выдают кредиты. То есть это такая, ну, как бы это настолько системная дискриминация женщин идет по всем параметрам, что в итоге женщины остаются, ну, как бы вот когда они старше становятся, и пенсии и так далее, в очень нехорошем состоянии. Во Франции, на самом деле, тоже не все так безоблачно в этом смысле. Вообще Франция в этом смысле, она вообще не детоцентричная страна. То есть здесь у них как бы вот они достаточно жесткие, у них рамки стоят, и они вообще не их дети не должны мешать родителям никаким образом. Но при этом, например, вот сейчас у нас опять каникулы. То есть мы 7 недель учимся, 2 недели каникулы. Это просто меня очень сильно вымораживает, потому что только у нас устанавливается какой-то график, и опять каникулы. В среду дети в начальной школе и потом еще в средней, они не учатся. То есть они учатся понедельник, вторник, четверг, пятница. Соответственно, в среду ребенок дома находится. Либо нужно брать какой-то тоже лагерь, какую-то там продленку. Соответственно, это все платно.
Да, как бы оно там рассчитывается от твоего дохода, но это все равно это дополнительная финансовая нагрузка. Поэтому тоже как бы вопросы есть. Вопросы есть. Единственное, что, конечно, здесь есть так называемое время продленки до школы, ну, продленка до школы и после школы. То есть, потому что можно не только... Школа начинается, например, в 8 или 8:30, в зависимости от класса, но продленку можно вести к 7, что, в принципе, имеет смысл, потому что если, допустим, ты идешь рано на работу, ты можешь раньше закончить и, соответственно, успеть забрать. То есть здесь, как бы, да, немножко все же гибче, но тоже есть вопросы, на самом деле. И, ну, мне, допустим, сложно вот как бы с такими частыми каникулами, потом забастовки. Это вообще отдельная история, которая случается очень часто. И ты никогда, как бы, не знаю, ну, ты не можешь это запланировать. То есть тебе, грубо говоря, завтра скажут, завтра забастовка. И все, школа закрыта. Там или транспорт не ходит. И как бы опять-таки весь график и вся рутина, которая, казалось бы, вот она есть, ее уже нужно пересматривать. Да, наверное, это все. И опять-таки я могу много говорить, если есть какие-то вопросы по ходу, тоже, мне кажется, здорово их задавать. Да, спасибо большое, Виктория. Майя, хотите ли вы что-нибудь добавить Да, по да. этому Я уже вопросу? забыла исходный вопрос, но тут рассказывают про то, По как поводу справляются совмещения да, материнства работа с другими видами активности, мгм, насколько это, другие. скажем, есть дополнительные, назовем это, социальные подпорки из государства или из других структур, как это было ли это в Беларуси и насколько это отлично от той страны, где вы находитесь? В Беларуси в садик можно отдавать с 3 лет, это поздновато. Я работать всегда обычно выходила раньше. Но можно найти и ясли. Вот младший у меня в ясли ходил с 1,5 лет. В принципе, у меня всегда были няни. М, Когда дети совсем маленькие были, это были профессионалки там, с педагогическим образованием. Сейчас младшему 6, девочке с аутизмом 10, мальчику 11, и за ними смотрят подростки 15-16-летние. Соседские подростки гуляют их на улице, пока я работаю, забирают их в школы, с садиков гуляют с ними. В любую погоду у меня дети гуляют 2 часа, чтобы устать, чтобы прийти ко мне домой и вести себя тихо. Вот. Подростки вполне справляются. Ну вот у меня сейчас помимо 3 детей там работа, эти статьи, новый час там зеркало, еще полициальная школа в субботу-воскресенье. Вот по выходным за детьми смотрят 2 подростка 15 лет. Вполне они справляются, их можно, в отличие от мужа, да, на которого сложно было полагаться, подростков можно заставить убраться, сходить в магазин, купить еды, там, принести что-то тяжелое. И не надо вот это вот просить, умолять и 5 раз напоминать. Просто 1 раз сказал, я им денег плачу, и они как-то, люди, которым ты платишь деньги, они более надежные, как правило. В Беларуси у меня тоже в последний год была девочка-подросток, 16-летняя няня, тоже вполне справлялась с тем, чтобы забрать детей из школы. Я никогда после работы не успеваю забирать. Ну, работа педиатром, она до 8 вечера, да, и суточные дежурства порой. В общем, подростки стоят дешевле, справляются с этой работой и гораздо более ответственны, чем некоторые мужья. Так что вот мой способ находить няню. А что еще, как еще совмещаю? Да плохо совмещаю. Вот, например, сегодня, да, я должна с вами разговаривать, но у меня дома кипиш. И я ничего не могу с этим сделать. Я должна приготовить ужин. Я не успела это сделать до того. Я использую бесплатный труд подруг. Вот она пришла, и пока я с вами разговаривала, порезала все мне на ужин. Да? Я вот сейчас слушала, так вот и делается все время. Чьими-то руками, когда за платно, когда за дешево, когда вот кто согласен, тот бесплатно. Всем спасибо. Бабушек никогда по жизни рядом нет. Ну, не знаю. Приходится выкручиваться. У меня сестра сейчас как раз только из декретного отпуска не так давно вышла, там дочка вот в садик только-только тоже пошла, и она собирается выходить на работу, и она сначала работала там на одной, вот как раз это частичная занятость, копеечная зарплата, и тут ее позвали в Акимат на дело производства там по специальности с перспективой карьерного роста, но работа каждый день с 8 до 6 вечера. И муж ей говорит, нет, я не хочу, я тебя не пускаю. И вот они поссорились. И я говорю сестре,
иди и работай. Ну, потому что муж – это дело ненадежное. Вон их сколько, то есть, то нет, а если есть, то его почти нет, и лучше всегда финансово быть способной заплатить няне, чем надеяться на то, что муж тебя будет всю жизнь содержать. Да, на этой оптимистической ноте спасибо большое за ваш опыт и лайфхаки, как, скажем, обустроить мир в хаосе, когда у тебя 3 детей. Наш следующий вопрос о материнстве и преследовании по политическим мотивам. К сожалению, как показывает и статистика правозащитных организаций Беларуси, сбор кейсов различных независимых агентств и огромное количество свидетельств людей, прошедших через репрессии в Беларуси, родительство и особенно материнство является дополнительной уязвимостью и дополнительным фактором давления со стороны режима. И, быть может, вы можете поделиться своим опытом, если для вас это будет возможно, или в принципе как бы аргументами о том, каким образом это происходит, каким образом режим давит на матерей активисток, через какие пути это происходит. Пожалуйста, может быть, кто-то хочет начать. Я могу начать с истории участкового педиатра, который ходил на комиссии по СОПам к политическим последний год. Вот, ну, ходят. Я не знаю, у меня на участке ни у кого ребенка не изъяли. А то, что ставят на СОП, и ты приходишь, а там совершенно благополучные семьи, и это началось вот только То есть после это 2020-го. обязанность участковых педиатров. Это обязанность учителей, педиатров и всяких МЧСов, всех подряд. Когда ставят на СОП, мы должны... Извини, перебила. Там же, да, толпа может ходить. Да, вот я была просто среди... Из ТЦСОНов, психологи из школ, психологи из детских садов, там, то есть там целая комиссия работает. Может быть, тогда давайте опять же введем, я не знаю, откуда наша аудитория, но мало ли, может быть, кто-то не в контексте сначала. То есть у нас есть некая структура, которая может потенциально поставить семью, ну, то есть назначить ей статус социально опасной для нахождения там ребенка, и собирается комиссия, которая потом необходимо ей прийти в эту семью и вынести свой вердикт, так ли это. Может быть, поправьте меня, если я где-то да, в Беларуси есть декрет президента номер 14, по-моему, он еще в 2008 году был введен, может быть, даже чуть раньше, о социально опасном положении. То есть и ставить социально опасное положение. Для детей социально опасное не семью, да, а ребенок в социально опасном положении. И мне кажется, как бы ведущим ведомством, которое его как бы инициирует, это, наверное, территориальный центр социального обслуживания населения, возможно, могу ошибаться, но на самом деле это такая межведомственная комиссия собирается, то есть там и милиция, вот и МЧС, сейчас вот врачей подключили, мне кажется, раньше этого не было, врачи не ходили. Нет, всегда ходили, это участкового педиатра прямая обязанность. И МЧСники могли ходить, и кто угодно, могли даже... Я когда писала тексты... Извини, перебил. Я когда писала текст, я помню, что человек рассказывал, что в день могло пойти 3 комиссии. Причем там первая приходила в 7 утра, и начинался вопрос, а почему у вас кровати не заправлены? Ну, то есть это всегда было таким очень инструментом репрессивным, и, возможно, он изначально был введен этот декрет для того, чтобы, потому что, в общем-то, протестные настроения были в обществе всегда, возможно, не так массово, как после 2020 года, но я, допустим, всегда была очень в таком личном напряженном состоянии, потому что этих историй было вот достаточно, когда постель не заправлена, потому что у тебя йогуртов недостаточно, потому что детский комод был разрисован, а у меня все комоды были разрисованы, я детям давала их разрисовывать, им это весело было. Ну, то есть это вот как бы настолько... При этом, при всем, как ни странно, когда действительно дети попадают в социально опасное положение, потому что родители являются опасностью для них, и вот этот вот случай, который был недавно, то, что там ребенка убили в Слуцке, таких тоже случаев достаточно. Потому что ну, вот, коллеги ходили по этим семьям и находили чуть ли не мертвых детей. Но они выпадали, на самом деле, из фокуса внимания, потому что ну, это не приоритет. То есть приоритет – это вот политический всегда был приоритет. Тоже это большая проблема, потому что женщина в ситуации домашнего насилия, когда она только пишет, как только она пишет
заявление о том, что она, есть агрессор, то она подписывает информированное согласие, и это, автоматически ее ставит в социально опасное положение. Если через полгода она не решает эту ситуацию, то есть не разъезжается с агрессором, то дети прямой дорогой идут, попадают уже в социальные эти институты, их изымают из семьи. И это большая проблема, потому что это одна из причин, почему женщины не пишут заявление на агрессоров. То есть они могут написать, и им сразу говорят, что вы понимаете, что вы в СОПе, и они забирают эти заявления. То есть и многие предпочитают оставаться с агрессором и с детьми, потому что иногда просто физически невозможно разъехаться. В силу, понятно, экономических причин. Да. Да, спасибо большое, Виктория. Майя, мы вас перебили. Вы начали с того, что вы были частью этой комиссии, которая ходила и смотрела, и было понятно, что, судя по всему, был другой фактор, не социального характера, почему эти семьи были поставлены на учет. Хотите, может быть, что-то еще дополнить? Или... 2020 года вот эти вот СОП, мы же не знаем, почему их, нас просто приходит директива, там такой-то адрес, такая-то фамилия, проверить на СОП. И ты приезжаешь и смотришь, задача педиатра — оценить состояние здоровья ребенка. Там соответствует ли рост, вес, там психическое развитие возрасту, есть ли какие-то заболевания, там, дефициты, кожные заболевания, какие-то признаки заболеваний, которые могут быть связаны с ненадлежащим уходом за ребенком. И пишешь заключение, отправляешь это в соцопеку. На этом, в принципе, функция педиатра заканчивается. Но если до 2020 года ты приходил действительно чаще всего в неблагополучные семьи, там, когда не очень, когда очень, то после 2020 буквально ты приходишь в дом совершенно прекрасных людей, и я не знаю, в поликлинике даже ходили такие там, а что, эти новые СОП? Да нет, политические. То есть целое определение, что это, не СОП, а так, политические. Вот. Мое дело было написать, что ребенок здоров, уход надлежащий, и я дальше не знаю, что с этим происходило. Да, это факт, что людей политических активистов их подают на социально опасное положение, и комиссия к ним ходит. Но, насколько я знаю, с моего участка, хотя еще не вечер, до моего отъезда никого из детей не забрали. Есть ли еще какие-либо другие, помимо СОП, рычаги давления конкретно на матерей или, в принципе, на родителей с точки зрения со стороны режима? Конечно, страшно, что тебя посадят. Вот это моя была основная фобия, что придут, меня лицом в пол, в квартире обыск, дети напугаются, меня посадят и в детдом отвезут. Но это же такая панический страх, он даже не за себя, он в первую очередь за детей, что дети испугаются. И еще, да, политическое, почему было принято решение уезжать, в том числе, потому что промывают голову в школах детям. Вот это говорить своему ребенку «не верь учителю», сомнительная тактика воспитания. Я не хочу так как-то учить ребенка, фильтровать, это сложно, и маленький он еще для того, чтобы это все 10 лет, 9 лет. Должен сам как-то с возрастом, мне кажется, понимать. В школе вот это пропагандистские эти нарративы, совсем не то, с чем хочется мириться. Спасибо большое. Может быть, кто-то хочет продолжить? Окей, тогда... Да, Вика, пожалуйста. Да, я хотела, наверное, сказать, что СОП все-таки, наверное, является основным инструментом рычагом давления на родителей и, наверное, в первую очередь даже на матерей. То есть, опять-таки, возвращаясь, то, что матери больше вовлечены, плюс огромное количество все же матерей, которые самостоятельно воспитывают детей. А с другой стороны, если женщина уже является, например, политзаключенной, ее и там продолжают шантажировать детьми. Например, потому что я провожу исследования, я общалась с политзаключенными, продолжаю. То есть и там, и, в общем-то, эти истории, опять-таки, они есть в огромном количестве, как мне дают свидание. То есть если
женщина ведет себя не так, как от нее ожидается, не подписывает, например, не признает вину, не подписывает прошение о помиловании, ее шантажируют там продлением срока или добавляя срок. У нас есть эти примеры, к сожалению, либо же, да, не дает свидания с детьми, и это очень мощные, к сожалению, да, рычаги давления, безусловно, на женщину в первую очередь. Спасибо большое. Юля, что-нибудь еще или переходим к следующему вопросу? Я думаю, что все уже сказали. Ну да, действительно, это страшно, когда вот ты думаешь, что если что-то не понравится в твоем поведении, то у тебя могут забрать ребенка. Да, это на самом деле большая тревога из-за того, что тем более же были примеры, когда годовалую девочку, когда оба их родителей задержали, и годовалую девочку она какое-то время провела сначала в больнице, потом в детском доме, пока ее, наконец, не отдали бабушке и дедушке. Ну, это же эти все случаи, я даже читать их просто не могу. Или когда была ситуация, когда срок дали за комментарий женщине, которая кормила в тот момент еще грудью. И у меня это просто в голове не укладывалось, как можно там кормящую мать отправить в тюрьму за то, что она там что-то в комментариях написала. И я помню, что для меня это было тоже это действительно жутко, когда ты думаешь, что, блин, когда ты кормишь грудью, кормить надо регулярно, потому что если ты в какой-то момент грудь не дашь, то она просто начинает набухать, и там в такое чувство, что она тебя разрывает просто. И это ужасное ощущение. Я когда думала, что, блин, а не дай бог что-то когда-то не понравится, и меня вот так заберут, и я просто помру от мастита, потому что это зверская боль. Ну да, это все это психологически, это очень сильно давит. Спасибо большое за комментарий. И наш последний вопрос перед тем, как мы подойдем к раунду вопросов из зала по поводу дружественной детям среды. Ну, по сути, дружественные дети равно инклюзивные для родителей, в частности, для матерей, учитывая то, что было сказано до этого. Как часто вы, исходя из вашего опыта, встречали дружественные детям мероприятие или публичное пространство? Мы сейчас говорим о Беларуси и те мероприятия или пространства, которые делаются для белорусов в изгнании сейчас. Как вам кажется, чего не хватает, что следует сделать, и каким образом учитывать опыт материнства в широкой перспективе от мероприятий тех же самых до проектов реформ? Возможно, чего-то не хватает, как вам кажется? Может быть, кто-то хочет начать. Ну, давай я начну. Я вообще считаю, что, вот, кстати, для меня одна из причин не иметь детей больше в Беларуси, это то, что Беларусь является очень child-хейтерской страной на самом деле. В Беларуси детей ненавидят, потому что одно дело там рассказать раз в год, что мать это святое, и мы все так любим детей, и давайте мы многодетным дадим орден матери, тем сколько, за 10 детей дают орден матери, я не могу ошибаться, я не помню. И когда вот это раз в год, а все остальное время ты понимаешь, что тебя ненавидят, причем ненавидят на госуровне даже, когда, я помню, лет 5 назад был скандал, когда колумнист Советской Белоруссии у себя на Фейсбуке написал, что я ехал в троллейбусе, там была мама с ребенком, а ребенок там что-то как-то так не так себя вел. И вот что это за безответственность, как нехай нарожать детей, если ты не можешь себе позволить ездить на такси. И это публично заявляет журналист главной государственной газеты. Ну, простите, о чем вы дальше? Что вы дальше потом хотите рассказывать про то, что давайте больше рожать? Нет. Тебя ненавидят везде, куда бы ты ни пришла с ребенком, потому что ребенок неудобный. Все хотят видеть сразу же готовых налогоплательщиков, детей подрощенных, которые сразу там готовы идти отдавать долг родине, платить налоги и дальше и рожать новых детей. Но вот тот момент, когда они маленькие, ты действительно очень часто сталкиваешься с агрессией. Я помню другой случай, который тоже попал в прессу, когда маленький ребенок около гипермаркета что-то там баловался с дверью, и какую-то девушку он то ли толкнул, то ли ударил, и мама этого ребенка извинилась перед ней, а ей показалось, что это недостаточно. Она начала обсуждать, что вот она ждала от мамы какой-то физической реакции на поведение ребенка, и действительно много людей стали писать, что да, там мама должна была ударить, и что вот это вот такое.
И вот ты действительно очень часто сталкиваешься с какой-то агрессией, со всем этим, типа, что ты поешь? Я молчу про то, как все прекрасно спланированные пандусы в том же метро. Я помню, мне надо было с коляской проехать с пересадкой на Октябрьской Купаловской, и случилось чудо, около меня тормознул какой-то рандомный мужик, и он говорит: а что ж вы так идете? Я сама несла коляску. Что ж вы так идете? Идите на лифте. Я говорю: а где здесь лифт? Он подвис. Такой: а что, нет? Я говорю: нету. Он говорит: а как? Я говорю: ну вот так. Он говорит: и что, вот постоянно вот так вот? Я говорю: ну да. И вот мы прошли по длинному вот этому, он мне помог спуститься вот вниз, потом мы шли по вот этому длинному переходу, он меня тормознул, подождал, помог мне еще раз спуститься, говорит: слушайте, я вот ни разу в жизни не думал, что действительно это проблема с коляской, переехать из одной части города в другую. И у меня муж тоже матерился, потому что у нас было несколько видов колясок, и ни под одну из них пандусы не подходили. То есть не было такого, что ты идеально ставишь там коляску на пандус, и она едет. Постоянно. То есть ты ее постоянно должна как-то тащить, еще что-то. И вот плюс с этим в большинстве случаев это еще и взгляды, куда ты с ребенком прешься. Я помню, я была беременная, у меня был случай тоже в метро, когда я ехала, и ехала женщина с маленьким ребенком. Ребенок там что-то тоже, видно было, что он уставший, он капризничал. И в итоге единственным человеком, кто ей уступил место, это стала я. Причем я стояла и думала: блин, мне же надо еще как-то живот закрыть, чтобы ей не было неудобно из-за того, что она, что живот большой. То, как белорусские мужчины реагируют на беременных, это вообще прекрасно. Когда ты слышишь комментарии, типа: ну, постоит, ну, ничего страшного. Хотя у меня там, например, была ситуация, когда я один раз чуть не упала в обморок, просто потому что перестала их хватать воздуха. И вот это вот все, что, с одной стороны, декламируется, что вот мы так заботимся о материнстве, мы там заботимся. Блин, вы не можете сделать такую обстановку, чтобы ты действительно себя чувствовал комфортно, когда ты там, если вы говорите, что там беременная женщина – это наша там прерогатива, вы не можете обеспечить то, чтобы беременная женщина чувствовала себя комфортно в обществе. Я молчу про женщину с ребенком, которая может вести себя действительно как-то неудобно для окружающих. Я не хочу сказать, что Литва прям такая честолюбивая, как там та же Турция, как Грузия, где детей все обожают, и там просто это очень большой контраст, но вот даже в Литве чувствуется разница в отношении к детям. Я помню, что мы вот приехали, стояли в очереди в кассу в магазине, и у меня что-то сын бесился, и я уже по белорусской привычке говорю: ну, успокойся уже, ну все, ну сколько можно. И кассирша, которая принципиально всегда говорит по-литовски, она перешла на русский, сказала: вообще-то он ребенок, и не мешайте ему наслаждаться своим детством, все как бы все в порядке, что вы это. И она потом продолжила с ним разговаривать, и я так удивилась, думаю: блин, я представляю просто, сколько бы я послушала в Беларуси из-за того, что мой ребенок там трясет вот эту вот перегородку, что-то там ногами машет, и вот все вот это. И да, это такая, поэтому про child-friendly публичные места я даже и даже не представляю, не в каждой детском центре будет там комната матери и ребенка комфортная. В этом плане, конечно, в Литве попроще в том, что во всех торговых центрах есть там какие-то. Есть комнаты, во-первых, для пеленания, а во-вторых, в туалетах можно найти там детские сидушки и горшки. Банально, чтобы ребенку было как-то более-менее комфортно сходить в туалет. Спасибо большое, Юля. Может быть, кто-то хочет продолжить. Мы дружественную детям среду обсуждаем. Я напоминаю, опять же, в широкой перспективе. Да, пожалуйста. Да, наверное, я подключусь. Юля начала рассказывать, я вспомнила все забытое, потому что дети же большие, это все забывается очень быстро, слава богу. Память Ну, какие-то такие вытесняет. вещи. Да, у меня просто еще дети-погодки, у нас была такая двойная коляска, старший был впереди, а малышка лежала сзади. И вот зайти с этой длинной коляской куда-то, это было просто мучение, конечно. Ну, это да, это прям вот забывается все.
И вспомнилось очень быстро также. Мгм. Я, наверное, про другую перспективу, про kids-friendly политику. Я вспомнила, как в 2015 году в Минске, ну, потому что я из Минска, я сделала вообще... Мне кажется, это, наверное, вообще какая-то такая первая инициатива была, когда было мероприятие для мам, не для детей, куда можно было приходить с детьми. То есть я через свой опыт материнства в тот момент поняла, что для детей много разных развлекух есть. Я поняла, а где мама? Где мама? Где вообще что-то для мамы? То есть, опять-таки, она получалась таким придатком к ребенку. Вот она приводит ребенка, там где-то сидит в коридоре, что-то ждет, или с ребенком чем-то там занимается. А где что-то было для мам? А учитывая, что, опять-таки, не у всех есть возможность там, чтобы их папы смотрели, родственники, няни и так далее, я подумала, что было бы очень здорово создать какое-то такое пространство, куда бы мамы могли приходить с детьми, чтобы мамы обсуждали свои проблемы или занимались какими-то своими вопросами, а дети были под присмотром или хотя бы просто рядом. Мне кажется, это была очень такая хорошая инициатива, потому что потом уже стало появляться. Ну, видимо, и время уже пришло, какое-то сознание приходило к тому, что необходимо какие-то такие пространства делать. И, наверное, вот мы много это обсуждаем и в фэм-группе, и вообще в фэм-сообществе в целом, что для мам-активисток очень для них мало места, они невидимы, мне кажется, остаются, потому что политика большинства организаторов или те, кто эти мероприятия, скажем так, финансирует, они не рассчитаны на то, что у женщины могут быть дети, и с этими детьми что-то нужно сделать, чтобы мама могла участвовать, чтобы женщина могла участвовать. И таким образом, вообще, как бы целый пласт женщин, он становится исключенным из активизма и из социального, из политического активизма. И мне кажется, это очень неправильно, потому что, ну, по ряду причин, что это не просто какие-то индивидуальные женщины, это какие-то индивидуальные примеры и проблемы, а это очень системная и структурная дискриминация. Потому что если не будет этих женщин в политактивизме, то все проблемы, которые эти женщины поднимают, они невидимы остаются. И вот немножко забегая вперед, вот здесь был вопрос от Оли, обсуждаются ли эти проблемы демсилами. Мне кажется, что если на таком базовом уровне эти вопросы не решаются, то говорить уже вообще про в целом обеспечение прав родителей и детей вообще это же какой-то совершенно следующий уровень. И, ну, мы знаем много примеров, да, когда ты объясняешь организаторам, что есть дети, и с ними что-то нужно делать, а ну, на детей не рассчитываем. И мне кажется, это большая проблема, и с этим что-то нужно делать. И если, допустим, в Беларуси, вот скажем так, в режиме, это понятно, почему это происходит, это традиционное достаточно патриархальное общество, то условно-демократические силы, мне кажется, они должны политики инклюзивности и включать в свои программы, в свои проекты при планировании. Да. Спасибо большое, Вика. Да, здесь, ну, то есть прям затронула и мою, в том числе, больную мозоль по поводу невидимости материнства, и как каждый раз это очень непростые разговоры, когда ты пытаешься продвинуть то, что если, ну, то есть возможность поехать активистке матери со своими детьми и от себя, ну, то есть из моего опыта человека, там, организаторки мероприятий в том числе, это не совершенно всегда не простой диалог с разной степенью успешности и чаще всего неуспешности, Неуспешности, да. потому что это очень часто, опять же, исходя из моего опыта, очень рада буду, если у кого-то он другой, это воспринимается как дополнительная привилегия, как будто бы вот я, знаете ли, взяла, так сказать, десяток своих детей и поехала я в Ниццу за счет доноров отдыхать. И это, к сожалению, именно так и воспринимается, как будто вот ты хочешь куда-то там, ну, то есть, во-первых,
если мы говорим про рабочие поездки, это имеет мало общего с отдыхом, во всяком случае. Рабочие поездки, в которых я и мои коллежанки и коллеги участвуют. С другой стороны, это вопрос про ты не можешь просто, ну, то есть, условно, либо ты едешь с детьми, либо ты вообще не едешь. Это не история, когда ты их можешь куда-то деть, где-то там оставить. Ты просто, тебе надо как-то организовать по-другому логистику, и твоя логистика крутится вокруг тебя, вокруг твоих детей, а не вокруг тебя. Но, к сожалению, это все еще воспринимается как не как, что для того, чтобы матери-активистки быть на уровне других активисток и активистов, ей надо помочь с детьми. Это воспринимается как что-то над, то есть у тебя уже есть вот этот базовый уровень, а ты что-то хочешь дополнительное. Вот условно я хочу себе какой-нибудь номер первого класса люкс с дополнительной кроватью, это примерно воспринимается так же, как если бы я хотела бы поехать куда-то с детьми. А мне кажется, что это дополнительный вопрос, который нужно адвокатировать. Да, Абсолютно пожалуйста. верно. Я хотела добавить, что еще вот эта исключенность или непродуманность в том числе, она еще и по-другому проявляется. Например, когда организаторы хотят, чтобы сами покупали билеты. То есть это тоже ведь про финансовые привилегии. То есть тебе должны быть деньги, которые ты можешь потратить на билет. Свободные деньги в данный Свободные момент. деньги, которые ты можешь заморозить там условно на месяц. И, допустим, я этим организаторам писала, они говорят, ну, мы понимаем ваше положение. Я говорю, йо-йо, это не только мое положение, это положение вообще целого когорта людей, которые относятся вот, да, с определенными характеристиками. Там матери, которые самостоятельно воспитывают детей, или там у кого нету постоянного дохода, потому что сейчас мы все находимся в таких достаточно прикладных условиях. И то есть тоже вот почему говорю, что это не индивидуальные какие-то вопросы, это очень системные. Или то же самое, вот мы тоже, мне кажется, неоднократно это обсуждали, фэм-группы и в целом фэм-сообществом, почему на многие мероприятия женщины-экспертки отсутствуют. Потому что на многие мероприятия женщины-эксперты приглашают в последний момент. А в последний момент это значит, что ты не можешь запланировать и купить, допустим, тот же билет дешевле или какие-то свои дела, которые, например, связаны с материнскими обязанностями перераспределить. То есть исключенность, она происходит на таких очень, опять-таки, системных уровнях. И, казалось бы, очень такие вот вещи, они лежат на поверхности, но они не учитываются. То есть мы понимаем, что, допустим, мужчине намного проще в последний момент будет купить билет и приехать на какое-то мероприятие, потому что у него нет вот этого груза материнства и финансовой дополнительной ответственности за детей в том числе. Спасибо большое, Виктория. Пожалуйста, Майя, Юля, да, Майя. Давайте я отвечу про инклюзию. У меня есть еще опыт особенного материнства, типа ребенок с инвалидностью, и тут разница между Польшей и Беларусью, хотя, казалось бы, 20 километров до Беларуси, я в Белостоке, но прям чувствительная разница. У них тут хорошо, ну, есть инклюзия, дети с инвалидностью, люди с инвалидностью, их много в социуме. Это ничего удивительного, там, встретить человека маломобильного на коляске, где угодно, продуманы все эти истории с пандусами. И, извините, я прошу, я тут одновременно обедаю. Я же говорю, что я после работы забрала детей, потом я готовила ужин, и сейчас вот он приготовился. Простите, пожалуйста. А вас слушать интересно? Я так увлеченно решила начать говорить не проживав. Вот. И очень чувствуется их осведомленность, потому что в Беларуси мне нередко приходилось слышать что-то типа «какой невоспитанный ребенок», чей это ребенок, успокойте своего ребенка, а здесь просто люди знают, что это аутизм. В Беларуси мне иногда было проще сказать, что ребенок не слышит, ну, чтобы ее перестали донимать там вопросами какими-то. А здесь никто не понимает, что такое аутизм. И поэтому гораздо проще оказывается жизнь, когда люди, видя, что ребенок как-то необычно себя ведет, привлекает внимание, там, шумом, каким-то нестандартным поведением, они просто оглядываются, видят, что мама рядом, и все, и продолжают жить и заниматься своими делами. И у тебя, ну, это когда
ребенок с инвалидностью требует внимания, пытаться объяснить окружающим, что происходит, это отбирает вот у тебя какой-то ресурс, который ты должен сейчас уделить своему ребенку, а не объяснению окружающим о том, что происходит. Очень помогает жить вот эта осведомленность, ее действительно не хватает в Беларуси. А так, не сказать, что в остальном где-то центричное было общество больше. Как раз если сравнивать с Казахстаном, в котором вроде как меньше институтов, и при этом меньше эмансипации и больше детей, но также у нас очень любят детей. Там улыбаются всем мамам, младенцам, помогают, что-то дарят. То есть ты, когда ходишь беременная в Казахстане, ты себя чувствуешь такой, любимицей всего социума, такой, несущий что-то очень ценное в эту жизнь, за что тебя, благодарят и поздравляют, и ты постоянно идешь по улице и слышишь поздравления и пожелания там какого-то счастья. А в Беларуси вот я ходила беременной, нет, никто не поздравил. Разница тоже Ты есть. носишь не своего государственного ребенка, как мы выяснили, это тебе нужно поздравлять. Окей, спасибо большое за ваши комментарии.